Начинается третья фаза нашего исследования. Все, что было до этого, это была присказка, не сказка. Сказка будет впереди. Нас ждут воспоминания, протоколы допросов, материалы уголовного дела. Мы ставим себе цель понять, как именно проходило официальное расследование и было ли оно объективным. Все ли факты учли прокуроры, ничего ли не потерялось и не утаилось по ходу следствия. До сих пор мы называли тех, кто оказался вовлеченными в эту историю, чужими, каковыми они и были по отношению к группе Дятлова. Но теперь ситуация изменилась. Чужие перешли черту. С этого момента они становятся фигурантами. И мы их так и будем называть. Отдельно нам придется разобраться, как организовывались поиски, кто принимал решения, кто руководил, кто действовал на месте. Как и раньше, мы проверим на прочность устоявшиеся мнения и привычные оценки, ломать штампы, которыми за десятилетия обросла эта драматическая история. Канал Ірини Коновець-Поплавської. После трагедии, которая случилась с дятловцами 1 февраля 1959 их тела еще долго лежали на склоне горы Холодчахль, у Кедра и в ручье. И понятно, что за все это время, скажем, до 21 февраля, местные не раз на них натыкались и видели ту разорванную палатку. В этом нет сомнения. 21 день – это 3 недели. Кто-то проходил мимо на лыжах, кто-то проезжал на санях. Это могли быть манси, егеря, лесники, да кто угодно. Даже те, кто жил за хребтом. Там же была мансийская тропа, как нам поведал Андросов. Тот же лесник Вижайского лесничества Пашин, который признался потом Андросову, что он первым нашел тела Дятлова и Колмогоровой, которые сидели на корточках, прислонившись к дереву. А может, и сами фигуранты посылали кого-то проверить место преступления, почистить там что-то. И каждый из этих всех мог чьи-то тела перевернуть. И, конечно же, пошли по району слухи, но они так и остались слухами. И что, информация не дошла до власть придержащих Ивдельского района? Конечно, дошла. Они прекрасно знали, что происходит на их территории, где какая мыша проскочила, а тут такое. Но ивдельские власти не предпринимали никаких мер. Почему? Потому что, чтобы система зашевелилась, ей слухов недостаточно. Надо, чтобы кто-то конкретно пришел к ним с письменным заявлением. Так почему же обычные жители, манси, егеря и другие охотники так и не подали заявление в милицию? Почему все осталось на уровне разговоров на кухнях? Тут сработали два основных фактора. Первый – это выработанная десятилетиями привычка местного населения не вмешиваться в то, что их не касается. Ивдельский район – это лагерная инфраструктура, спецконтингент, силовые структуры, лесозаготовки. Все это населялось людьми, привыкшими не светиться. В таких местах правило для выживания простое. Если это тебя не касается, не суйся. Если стоит разорванная палатка, а вокруг нее лежат тела, то это туристы, а значит городские, приезжие. С ними у местных нет ни социальной связи, ни родственной. Если бы там лежали тела местных жителей, то ситуация была бы совершенно иная. Тот же Пашин сразу бы всем раззвонил. Вон Иван Петрович и Петр Данилович там лежат бездыханные, надо бы их забрать. И было бы совершенно ясно, почему Иван Петрович и Петр Данилович погибли, в яму провалились, или дерево на них свалилось, или медведь разорвал. Такие случаи егерям и охотникам до боли знакомые и понятные, а тут они видят явные признаки криминала. Раздетые до трусов два парня лежат под кедром с обожженными ногами. Не медведь же их срезал с них штаны, а там парень и девушка в одних свитерах. Не ветер же сорвал с них куртки, на лицо следы насилия. Как выглядит смерть от стихии, местные жители тоже прекрасно знают. Она выглядит иначе. Как медведь задирает человека, тоже всем известно. И тогда простой вывод осеняет того, кто обнаружил эту страшную находку. Это кто-то из наших нашкодил. За этим следует маленький логический переход. А кто мог позволить себе такое? В Ивдельском районе ответ очевиден. Во всяком случае, не рабочие на поселении. Бери выше.
И этот логический переход запускает второй фактор, он же первый закон природы – чувство самосохранения. Страх перед теми, кто совершил такое дерзкое преступление. Перед теми, кто мог себе такое позволить. Простой житель на это бы никогда не решился, да и сил у них не хватило бы порешить без огнестрела всех этих туристов. И стать этим безбашенным поперек дороги себе дороже. Идти в милицию заявлять? О чем вы говорите? Жители Ивдельского района, стрелянные воробьи, навидались всякого, никаких иллюзий об устройстве мироздания. В Ивдельском районе действуют правила, писанные кровью. Не суйся туда, где пахнет силовыми структурами. Не становись инициатором уголовного дела. Не пиши заявлений, которые могут обернуться против тебя. И вообще, тебя здесь не было. В советской провинции 50-х инициативность без вызова сверху не поощрялась. Наоборот, все усвоили выражение «инициатива наказуема», и донос с легкостью мог обернуться против заявителя. Затягают по инстанциям, допросы, протоколы, а потом еще и самого обвинят в гибели туристов. Поэтому тела дятловцев так и лежали на своих местах, пока их не занесло снегом. Теперь посмотрим, как события развивались в Свердловске. 12 февраля истекает контрольный срок. В этот день дятловцы должны были отправить телеграмму из конечной точки маршрута Вижая. Вернуться в Свердловск они планировали 14-15 февраля. Отец Слободина, зная, что группа Дятлова должна была вернуться 13 февраля, по истечении этого срока позвонил в спортивный клуб при УПИ, откуда ему сначала сообщили, что группа может задержаться до 15 февраля, а на последующие запросы, что принимаются меры для выяснения причин задержки. 16 февраля в Свердловский городской комитет по физической культуре и спорту позвонил Блинов и узнал от инструктора учебно-спортивного отдела Уфимцева, что телеграммы от группы Дятлова в комитет не поступало. Таким образом, с 12 по 16 февраля предчувствия беды еще никто не ощущал. В практике зимних походов задержка 2-4 дня считалась нормальной. Туристы нередко отправляли телеграммы с опозданием, связь с Вижаем и другими удаленными поселками, которые пролегали на туристических маршрутах, была нестабильной, а зимние условия могли сорвать график и без какого-то чрезвычайного происшествия. Поэтому до 16 февраля никто особо не проявлял беспокойства, а отсутствие телеграммы расценивалось как обычная задержка. Тем более, что Уфимцеву поступила информация о сложных погодных условиях в тех краях, и поднимать шум на уровне города не было никаких причин. Дубинин в своих показаниях потом настаивал на бездушии и бессердечности членов спортивного комитета, которая выражалась в том, что они в течение 8 дней после контрольного срока должного выхода группы поселок Вижай, то есть с 12 февраля, не волновались за участь группы, но из этих 8 дней 4 выпадало как раз на период времени до 16 февраля. А это значит, что Дубинин преувеличивал реальный срок, когда должна была наступить тревога в душах спорткомитетчиков на 4 дня. Теперь смотрим, что было дальше. 17 февраля Блинов опять звонит в городской комитет по физкультуре и спорту. И теперь в его голосе чувствуется беспокойство. И тогда все кинулись искать маршрутную книжку дятловцев и не находят. В те времена один экземпляр получал руководитель, второй оставался в маршрутной комиссии, третий в контролирующей организации в спортивном клубе УПИ «Угордо». Маршрутный лист давался только для некатегорийных походов, выходного дня или единичек. А маршрутная книжка – это более серьезный документ с печатями. В ней должны были быть печати начала маршрута на местной почте и конца маршрута тоже на почте. И вот выясняется, что маршрутные книжки Дятлов не сдал, и ни в городском комитете, ни в спортивном клубе Политехнического института не оказалось маршрута похода. Гораздо позже вылетевшему на розыске полковнику Артюкову доставили схему маршрута, которую разыскала сестра Колеватова.
но и без схемы все знали конечную точку маршрута – Вижай. Гордо тут же позвонил в Центральный совет общества «Буревестник» и просил добиться разрешения на использование самолета, но ему в этом отказали. 18 февраля спорткомитет отправил запрос в Вижай. Как мы упоминали, родственники обвиняли потом свердловских спортивных функционеров в том, что они не забили тревогу еще 12 февраля. Но дело в том, что Блинов сам же и сообщил им о снежной буре в районе Холодчахля, а в это время и Согрин со своими пережидал непогоду в каком-то снежном логове и только 16 февраля вышел к людям. 17 февраля согринцы дошли до станции и, видимо, оттуда сообщили о своих бедствиях. В свете этой информации все причастные предположили, что дятловцы тоже отсиживаются где-то в безопасном месте. Рано бить барабаны. Может, через час они позвонят, придет телеграмма и все образуется. И глава спортивного клуба УПИ Гордо, чтобы успокоить Дубининых и Колеватовых, сказал им, что телеграмма от Дятлова о задержке группы получена. Видимо, потому что был уверен, что через пару дней группа объявится, а может, он перепутал и принял телеграмму от других групп за Дятловскую. Итак, с 17 по 18 февраля появились первые признаки беспокойства. Но, как обычно в таких случаях, ничего особо не предпринималось. И это была только административная инерция, но никак не безразличие. Тут сыграло свою роль сообщение о сильной метели в районе Холодчахля. Все рассуждали так. Группа, вероятно, пережидает непогоду в безопасном месте. В зимнем туризме это стандартная практика. Переждать буран 2-3 дня. Значит, маршрут Дятлов скорректировал, и вернутся они с опозданием. Вот выйдут к населенному пункту и дадут телеграмму. Это психологически очень похоже на ситуацию самих дятловцев в палатке. Помните, как они ожидали, что скоро те, кто пошли за дровами, вернутся, и все образуется. Видимо, погодная ситуация в районе Холодчахля была принята на серьезе только потому, что не знали маршрута группы Дятлова, потому что какая разница, какая там погода была в начале маршрута. По идее, дятловцы уже давно должны были бы пережидать непогоду в районе Ойка-Чахль. И присмотримся к 47-летнему председателю правления спортклуба УПИ Гордо. Это такой тертый калач. Член ВКПБ с 1942. Образование 7 классов средней школы города Свердловска. Долго шел по комсомольской линии, а в 1932-38 комендант пересыльного пункта управления НКВД города Свердловска. Это были такие временные лагеря для фильтрации, учета и распределения военнопленных, интернированных и спецконтингента, в том числе спецпереселенцев. Такие пересыльные пункты функционировали как промежуточное звенья перед отправкой в основные лагеря Главного управления по делам военнопленных и интернированных, или ИТЛ. Там обеспечивали санитарную обработку и конвоирование. Потом Гордо воевал на разных фронтах, с 42 по 45 начальник интендантского снабжения батальона. В 46-47 Гордо начальник снабжения ликероводочного завода города Свердловска и так далее по снабженческой линии. А все знают, кто такие были снабженцы в советские времена. В условиях дефицита обязательное качество снабженцев – это личные связи и наличие пробивных способностей. А с 1955-го Гордо председатель правления спортклуба УПИ. То есть Гордо – человек, видавший виды, пробивной, знал, как улаживать дела, и все свои навыки попытался применить и в спортклубе. И то, что он приврал родителям про телеграмму – это показательный момент, потому что его мотив как спортивного функционера прежде всего успокоить родственников, избежать паники и скандала до того момента, когда Дятлов вот-вот объявится. Это типичное управленческое поведение. Сначала убедиться, что проблема действительно есть, а потом уже думать, выносить ее наверх или придержать. И вот 19 февраля пришел ответ из Вижая, что группу Дятлова там в последнее время не видели. И Гордо начал договариваться с аэропортом о выделении для поисков пропавших самолета и вертолета. В этот же день мать Дубининой звонит Уфимцеву,
но тот ничего внятного ей не может сообщить. Он, видимо, и сам в растерянности. После разговора с Уфимцевым Дубинин решает бить во все колокола. А какой самый действенный метод? Правильно, привлечь партию. И Дубинин звонит прямо в обком КПСС какому-то товарищу Ускову и просит его довести до секретаря обкома КПСС Эштокина об инертности и о самоуспокоенности городского комитета по спорту, об участи группы и призвать к более действенным мерам по их розыску. 46-летний Эштокин – это такой прожженный партиец, руководил шахтами. В июне 1957-го его назначили начальником управления топливной промышленности Свердловского совнархоза, а уже через полгода выдвинули на партийную работу и избрали вторым секретарем Свердловского обкома КПСС. Дубинин тоже в совнархозе был не последний человек и, видимо, решил действовать через этого Эштокина. 20 февраля утром Гордо и Блинов вылетели в Ивдель. Таки удалось ему организовать самолет. Но как это выглядело? Гордо пришел в 123-е летное отделение Уральской отдельной авиагруппы Гражданского воздушного флота, командир Спицын, и дальше рассказывает летчик Карпушин. Во второй половине февраля 1959 к нам в авиаотряд пришел представитель УПИ по фамилии Гордо и этак неохотно рассказал, что в районе Ивделя на связь не выходит группа студентов. Не мешало бы, дескать, организовать поиски. Но мы же не частная лавочка, говорим, надо искать, делайте заявку. Конец цитаты. Так неохотно рассказал. Человек, который привык что-то выбивать, и у него есть для этого все основания, обычно ведет себя иначе. Говорит резко, давит авторитетом, ссылается на начальство, требует немедленных действий. Здесь ничего подобного. Напротив, Гордо разводит руками и, как бы извиняясь, разговаривает с летчиками осторожно, неуверенно, мнется, колупает носком землю. Для снабженческого типажа это даже необычно. А вот эта странная фраза «не мешало бы, дескать, организовать поиски». Странная, если не сказать больше. Это скорее мягкая рекомендация. А неплохо было бы организовать поиски. Как вы думаете, товарищи пилоты? Если бы Гордо действовал нагло, он бы сказал примерно так: «Нам нужен самолет для поисков. Есть группа пропавших студентов. Необходимо срочно организовать вылет». А Гордо разговаривает с летчиками почти в сослагательном наклонении, потому как сам еще не уверен, что ситуация критическая, и он не хочет выглядеть паникером. Короче, этот эпизод характеризует Гордо как осторожного администратора, который не хочет делать резких шагов без серьезных на то оснований и пытается поначалу выяснить возможности. Поэтому ведет он себя не как профуристый снабженец, а как человек в незнакомой обстановке, еще и сам не уверенный, что имеет право что-то требовать. Тем более, что у него отсутствуют официальные полномочия. Но в итоге Гордо таки организовал заявку. По словам Карпушина, через некоторое время к нам действительно поступила заявка. На самолете Як-12А на поиск группы вылетели командир самолета Иван Емельянович Спицын, я и двое представителей УПИ. Фамилию первого не помню, вторым был уже вышеупомянутый Гордо. Конец цитаты. Обратили внимание на слова Карпушина, что заявка поступила к ним через несколько дней после визита Гордо. А это значит, что хлопотать о самолете председатель правления спортклуба УПИ начал еще до того, как к поискам привлекли обком партии. А пока Гордо с Блиновым летели в Ивдель, Дубинин продолжал звонить Уфимцеву, а тот убеждал его, что группа никуда не денется, что опоздание выходов группы к населенным пунктам у них в комитете частое явление, и что они не бездействуют, а рассылают телеграммы по населенным пунктам, куда может выйти группа по их предположению.
В этот же день новость о пропаже доходит и до 35-летнего Масленникова, заместителя главного механика Верхесецкого завода по выпуску трансформаторного железа. Масленников – это мастер спорта по туризму, председатель Федерации области по туризму, член маршрутной комиссии при городском комитете физкультуры и спорта. Это он утверждал маршрут группы Дятлова, такой серьезный и энергичный парень. И Уфимцев связался с Масленниковым и сообщил ему о пропаже группы Дятлова, контрольный срок которой истек неделю назад. Масленников по памяти поведал все, что знал о маршруте, и добавил, что маршрут сложный, а группа очень сильная, заблудиться не могла, и поэтому положение надо считать сложным. На другой день, 21 февраля, Масленников едет к секретарю Свердловского областного совета профсоюзов Чевтаеву. Там собрались 5-6 руководящих работников облпрофсовета, и Масленников рассказал им о группе, маршруте и подготовленности и тому подобное. При этом Масленников выразил свое мнение, что с группой не могло случиться ничего такого, связанного с неподготовленностью или недостатками снаряжения, и что в УПИ уже создали штаб по спасению. И Масленников высказал предположение, что кто-либо из дятловцев мог повредить ногу, и группа выводит участника, замедлив темп движения. Или кто-либо из участников похода заболел гриппом, и вся группа отсиживается в укромном месте. И вот из Свердловска по партийной линии позвонили Проданову, включилась политика, и колесо завертелось. 21 февраля 1959 в Ивделе товарищ Проданов вызвал к себе Дряхлых и сказал, что потерялась группа туристов-студентов и их нужно разыскать. И в этот же день на самолете Як-12А на поиск группы вылетели командир 123-го авиаотряда Иван Емельянович Спицын и старший штурман авиаотряда Карпушин, а с ними Дряхлых, Блинов и Гордо в направлении поселка Вижай. По словам Карпушина, первую ночь после прибытия в аэропорт Ивделя мы стали изучать маршрут движения группы Дятлова и занялись изучением метеоусловий в горах Северного Приполярного Урала. Таким образом, сравнив маршрут и сводку, я мог выяснить, где туристов могла застать метель или пурга. Конец цитаты. И 21 февраля весьма знаковый день. К поискам подключается прокурор Ивдельской прокуратуры Тымпалов. В марте 1959-го он избирался депутатом Ивдельского горсовета, член КПСС 1945 года, член бюро горкома и райкома Ивделя. И нам важно понимать, что Тымпалов местный. Все порядки, сплетни и обычаи Ивдельского района он прекрасно усвоил и ведал, кто есть кто. У него, несомненно, была связь с Ивдельской верхушкой, всякие знакомства, городок маленький, все друг друга знают. Свидетельство Тымпалова. 21 февраля 1959 от секретаря Ивдельского городского комитета КПСС товарища Проданова мне стало известно, что группа студентов-туристов в количестве 9 человек не вернулась из похода в город Свердловск в Политехнический институт. Я принял меры к уточнению, куда двигались туристы-студенты, и направил при поддержке работников ГК КПСС гражданина Дряхлых на вертолете для розыска студентов, с тем, чтобы он нашел следы туристов и самих туристов и определил направление их движения. Товарищ Дряхлых знает очень хорошо территорию Ивдельского района. В течение 2 дней он летал на вертолете в сторону севера от города Ивдель. Конец цитаты. Все звучит четко, типа с места в карьер, но у нас есть ценный свидетель, 22-летний Каратаев, который тогда был следователем прокуратуры города Ивдель, и он описал реальную атмосферу, царящую тогда в Ивдельской прокуратуре. Значит, в 1959 году я работал следователем прокуратуры Ивделя, и когда стало известно о том, что исчезла группа, вначале им никто не придавал никакого значения. Всякие звонки были, говорили, что найдутся, ничего страшного нет. Обвиняли администрацию Уральского политехнического института в том, что неорганизована была своевременная связь. Конец цитаты.
Показания Каратаева подтверждают, что, собственно, все тогда думали примерно одинаково. Найдутся – ничего страшного. Это было общее представление о ситуации. Недооценка опасности, уверенность, что туристы просто задержались, перевод ответственности на организаторов похода. И Каратаев явно не договаривает. Судя по его словам о том, что вначале никто не придавал особого значения, внутри самой системы, вероятно, существовало гораздо более приземленное объяснение происходящего. Между собой они вполне рассуждали примерно так. Вот влиятельные родственники туристов устроили кипиш, начали звонить во все инстанции. Но, скорее всего, через день-два студенты сами объявятся, выйдут на связь, появятся в каком-нибудь поселке или на маршруте, и весь этот шум сам собой уляжется. Тогда станет ясно, что тревога была преждевременной, а история тихо забудется. Но раз партия требует, придется немного и прокуратуре пошевелиться. Партия требовала реакции, обязывала изобразить активность, и Тымпалов ее изобразил. Направил при поддержке работников ГК КПСС гражданина Дряхлых на вертолете для розыска студентов. Таким образом, 19-21 февраля – это момент перелома. 19-го пришел ответ «Свежая», и ситуация резко переходит из категории «задержка на маршруте» в категорию «возможное ЧП». А 21-го уже самолеты и вертолеты летают над Ивдельским районом, подключены всевозможные властные инстанции. Сестра Колеватова права. Поиски начались только лишь по настоянию родителей туристов. А если представить другую ситуацию, допустим, что среди родственников не оказалось людей с влиянием, связями или возможностью достучаться до партийного руководства, если бы это были только дети обычных рабочих и крестьян, без каких-либо каналов давления на начальство, в этом случае вряд ли кто-то стал бы так быстро организовывать масштабную поисковую операцию. Скорее всего, все развивалось бы гораздо медленнее и без огласки. А Гордо и Уфимцев еще неделю или даже две продолжали бы успокаивать родственников, объяснять задержку непогодой, трудностями маршрута, отсутствием связи, говорили бы, что подобные случаи в зимних походах нередки и что студенты обязательно появятся. И только когда стало бы окончательно ясно, что группа действительно пропала и неопределенность тянется неприлично долго, тогда система начала бы вяло реагировать. Интересно, что никто не упоминает об отце Кривонищенко. И сам он на допросе о своем участии в поисках не сказал ни слова. Вероятно, если куда-то и звонил, то предпочел об этом не распространяться. Так что с момента подтверждения Извежая, что группу Дятлова там никто не видел последнюю неделю, до начала активных действий прошло всего 2 дня. Для советской бюрократии это мега-скорая реакция. Но организация поисков держится на личной инициативе заинтересованных лиц. Пока еще официальных документов о пропаже студентов никто не подписал. Конечно, родственникам хотелось бы, чтобы по мановению волшебной палочки еще 12 февраля авиация облетала территорию Ивдельского района. Но тут бросается в глаза, что среди родственников люди с весом, военные, руководители, партийные работники. И они, казалось, могли бы сами запустить параллельное усилия, задействовать генеральские каналы, самим выбивать самолеты в Ивдель, но они давили именно на спортклуб и горком. Это говорит о том, что родственники понимали порядок. В СССР в 1959-м даже влиятельный человек не мог запросто поднять вертолет без формального основания, заявки, как сказал Карпушин. Любая авиация подчинялась какому-то ведомству, требовала приказа сверху. Самостоятельно организовать поисковую операцию без официального решения, создать проблемы себе. Поэтому родственники давили на ответственность спортивных функционеров, обвиняли их в халатности и разгильдяйстве, взывали к тому, что это их расхлябанность привела к создавшейся ситуации. Даже если у Дубинина или Кривонищенко были серьезные связи, они знали, что у них нет юридических оснований
и официального подтверждения исчезновения их детей, поэтому они не могли обосновать использование государственных ресурсов. И выглядели бы они тогда как паникеры. Да родственники и сами надеялись, что вот-вот группа объявится и весь этот кошмар закончится, а паникерство в СССР не приветствовалось, и вся ответственность упала бы на тех, кто поднял неоправданную тревогу. Поэтому родственники действовали активно, они сложа руки не сидели, но предпочитали давить на систему. А чтобы система работала эффективно, для этого надо было подключить партию. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Поэтому реальное начало поисков произошло только после вмешательства коммунистической партии. А запуск партийной вертикали означал, что теперь история пропавших туристов – это политический вопрос. Это суперважно для понимания дальнейших событий. После этого Ивдельский район обязан реагировать на все сигналы о группе Дятлова, не ожидая формальных заявлений. Авиация выделяется, организуются поисковые отряды, привлекаются местные и студенты. Так что цепочка событий, происходящих в Свердловске с 12 по 21 февраля, не выглядит как заговор или безразличие спортивных функционеров, а как типичная советская управленческая логика. Задержка на маршруте ожидаем, получили подтверждение того, что проблема есть, появляется тревога, получен партийный сигнал, происходит полный запуск механизма. И еще существенный момент. До 21 февраля все это выглядело как спасательная операция. Еще была уверенность, что группа Дятлова сидит в какой-то берлоге, как согринцы, и пережидает непогоду. Или кто-то травмировался. В общем, в головах участников тех событий крутился весь набор туристических чрезвычайных происшествий, которые мы перечислили, когда Дятлов, Колмогорова и Слободин, сидя в палатке, ждали своих товарищей из леса.